Глава 531. Безразличие к мольбам. Мужчина средних лет глубоко вздохнул и пробормотал. Старший не слышал о восстании зверей. Похоже, что старший уединялся на протяжении многих лет и не получал информацию о делах внешнего мира. Судя по всему, обстоятельства довольно мрачные. Хотя голос мужчины был довольно холодным, в его словах звучала заинтересованность. Культиватор средних лет замолчал. Обстоятельства нельзя было назвать просто мрачными. Казалось, этот старый эксцентрик уединялся слишком долго. Иначе, как еще он мог не знать о катастрофическом событии, которое произошло 20 лет назад? Тем не менее, это очень помогло ему. Но, судя по уровню культивации, этот старший не стал бы нападать на таких низкоранговых культиваторов, поскольку это было бы ниже его достоинства. С этой мыслью мужчина средних лет, почтительно продолжил: «Старший. Восстание зверей произошло около 20 лет назад. Тогда я был всего лишь культиватором стадии концентрации ЦИ. Хотя я лично не был свидетелем этого, об этом говорили многие в моей секте. Говорилось, что множество демонических зверей вышло из глубин и напало на остров невероятных глубин. Они окружили город Черной скалы и стали безжалостно атаковать его. Несмотря на то, что остров был защищен несколькими великими формациями, и его защищало несколько тысяч культиваторов, вместе с группой культиваторов зарождающейся души, демонские звери прорвались через несколько дней. Избежать смерти тогда смогла только небольшая группа культиваторов. Культиватор средних лет говорил это с мрачным выражением на лице. Неужели случилось нечто подобное? И что дальше? Демонические звери вернулись назад в глубины. Сначала в голосе прозвучало удивление, а затем он снова успокоился. Все бы пришло в норму, если бы звери вернулись в глубины. Разрушив город Черной скалы, звери разделились на несколько групп, каждую из которых возглавил высокоранговый демонический зверь. Затем они стали уничтожать другие человеческие города. Однако информация о восстании зверей достигла большинства из них заранее, и их людям удалось бежать и скрыться. Однако, было много культиваторов и смертных, которые погибли от этих атак. В результате уже через полгода исчезли все человеческие поселения. Все они были уничтожены демоническими зверьми, и это еще был не конец. Хотя большинство демонических зверей вернулись в глубины, но осталось несколько разумных демонических зверей, которые стали искать скрывающихся людей и убивать их. Стоит сказать, что за короткий промежуток времени все смертные в области внешних звездных морей были почти уничтожены, и большинство культиваторов тоже погибло. К счастью, было несколько островов, далеких от острова невероятных глубин, где смогли скрыться культиваторы. В настоящее время остров невероятных глубин стал форпостом для демонических зверей. Как только они видят поблизости каких-либо культиваторов, они убивают их. Выражение лица мужчины среднего возраста стало печальным. После этого голос мужчины затих надолго, как будто он был сильно удивлен, и ему было нужно время, чтобы переварить информацию. Затем голос холодно рассмеялся и медленно сказал: «Хе-хе. Это довольно забавно. Мы поменялись ролями с демоническими зверьми. Теперь люди стали жертвами». В его словах слышалась насмешка, это поразило остальных культиваторов. Восстановив дыхание после смеха, голос задал еще несколько вопросов. На острове невероятных глубин было много мощных эксцентриков. Они не могли погибнуть из-за нападения демонических зверей. Почему они не взяли на себя ответственность за ситуацию? Из-за случившейся катастрофы на острове невероятных глубин, почему область внутренних звездных морей никак не отреагировали и отправила подкрепление? Или силы области внутренних звездных морей полностью отказались от острова невероятных глубин? Каждый следующий вопрос все более и более приближался к сути дела, но культиватор среднего возраста не знал ответы на каждый из них. Немного подумав, он ответил: «Я слышал, что в результате восстания демонических зверей погибли 2 культиватора зарождающейся души, а большинству из них удалось бежать. Хотя от них давно не было ничего слышно, говорят, что они готовят что-то отличное. Это, возможно, возвращение острова невероятных глубин в руки людей, но я не знаю конкретных деталей. Меж тем, со дня восстания демонических зверей мы потеряли все связи с областью внутренних звездных морей. Никто не знает, что там происходит. Никто не видел подкрепления с их стороны. Скорее всего, как сказал старший, остров невероятных глубин был оставлен областью внутренних звездных морей». Сказав это, его лицо стало совершенно мрачным. Казалось, что только удачливым культиваторам удалось выжить в этом восстании демонических зверей, и выжившие негативно относились к бездействию области внутренних звездных морей. Голос затих на секунду, а затем неторопливо спросил: «Раз опасность все еще существует, что вы здесь делаете?» «Вы ищете смерти?» Культиватор средних лет изменился в лице.
Он не успел что-либо сказать, как его перебила женщина-культиватор в желтой одежде, видя сомнения на лице старика. Старший, мой отец культивировал неподходящее искусство культивации, и его истинная сущность претерпела обратную реакцию, в результате чего его меридианы теперь находятся в беспорядке, делая его парализованным. С великой силой старшего мы бы могли спасти его. Если старший спасет моего отца, этот я готова трудиться, чтобы отплатить за вашу доброту. Проговорила молодая женщина со слезами на глазах. Когда другие услышали это, они были сильно потрясены и переглянулись между собой в смятении. Но когда культиватор средних лет услышал это, его сердце дрогнуло, и он тут же упрекнул ее: «Сионер, что за чушь ты несешь? Старший боевой брат уже несколько лет прикован к постели. Его больше не вылечить обычными способами. Мы отправились в это путешествие, чтобы найти лекарство, чтобы облегчить его боль. Магическая сила старшего может быть глубокой, но она сама по себе никак не поможет твоему отцу». Хотя слова культиватора среднего возраста были суровыми, на его лице было странное выражение. Голос холодно рассмеялся и лениво сказал: его истинная сущность претерпела обратную реакцию, и теперь его меридианы в беспорядке. Кажется, он переоценил себя. Это симптомы попытки насильственно культивировать технику высокого уровня, когда у него был недостаточно высокий уровень культивации. Этот эксперт смог продиагностировать причину болезни, даже не видя этого человека. В глазах остальных сверкнула радость. Старший по-настоящему хорошо осведомлен. Нетерпеливость моего старшего боевого брата стала причиной его несчастья. Может, старший знает технику, которая может его спасти. Почтительно похвалив эксцентрика, он перешел сразу к делу. Кажется, у этого культиватора были хорошие отношения с тем старшим боевым братом. Лечение этой болезни не займет много времени, но почему я должен сказать вам об этом? Вы думаете, я стану помогать вам просто так? Голос поиздевался над другими культиваторами. Мужчина средних лет замолчал на мгновение, а цвет его лица несколько раз изменился, но он не мог заставить себя ничего сказать. Девушка в желтом воспылала надеждой от слов голоса, но потом цвет лица вернулся в норму. Она вдруг опустилась на колени перед световым барьером. Вскоре после этого очаровательная молодая женщина с решительностью сказала: «Младшая Гунсун Син, торжественно клянусь служить вас всю оставшуюся жизнь в качестве вашей слуги, если вы спасете моего отца. Я все вынесу ради спасения моего отца». Сказав это, женщина опустила голову на землю с решительным выражением на лице. Несмотря на то, что она выглядела такой молодой, она была очень уверена в себе. С яростным удивлением мужчина средних лет упрекнул ее: «Глупая, ты хоть знаешь, какую глупость ты совершаешь? Старший человек с большим статусом. Какая ему от тебя польза?» Остальным тоже стали попытаться отговорить ее. Однако женщина в желтом проигнорировала их и продолжила стоять на коленях. Казалось, она решила стоять на коленях, пока не услышит ответ старшего. Молодая женщина потрясла свое бледное лицо и спокойно сказала: «Все, пожалуйста, хватит. У меня нет особого таланта. Моя мать испытала много трудностей, чтобы вырастить меня, а мой отец силой культивировал 6-й слой глубокого духовного лазурного искусства, пытаясь очистить мою сущность и трансформировать мои меридианы, что привело к тому, что он стал калекой, прикованным к постели. Сейчас настало время, чтобы я могла выполнить свои дочерние обязанности. Если старший вылечит моего отца, я посвящу ему всю свою жизнь без единой жалобы. Девочка, ты пытаешься разжалобить меня, стоя на коленях. И если я откажусь, будешь стоять тут до самой смерти». Голос мужчины холодно рассмеялся без малейшего сочувствия. «Я не посмею. Я уже очень благодарна старшему за спасение наших жизней. Однако мой отец прикован к постели, мы пытались изо всех сил найти кого-то, кто бы смог вылечить его, но все попытки были тщетны. Судя по тону старшего, я считаю, что для вас это будет сущим пустяком. Единственное, чего я хочу, это выполнить свои дочерние обязанности, и больше ничего». Голос женщины стал срываться на плач, когда она договорила это. Из светового барьера ответа не последовало. Глава 532. Сосуд для культивации. Шоух. Огромная обезьяна вышла из светового барьера и сделала несколько шагов по направлению к стоящей на коленях молодой женщине, прежде чем остановиться. При виде этого выражения других изменились. Женщина в желтом открыла свои яркие, покрасневшие от слез глаза и уставилась на огромную обезьяну. «Неважно, правду вы говорите или нет, вы все еще очень жалки. Однако я никогда ничего не делал без выгоды для себя. Похоже, что ты еще девственница, а моя культивация достигла узкого места. Возможно, я смог бы прорваться с помощью парной культивации.
Если ты согласна стать моим сосудом для культивации, войди я в ограничительную формацию, а я дам твоим спутникам бутылку с таблетками жизненной эссенции. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы спасти твоего отца. Я не собираюсь принуждать тебя, я не из тех, кто использует слабых. И если не хочешь, то можешь уйти и делать вид, будто никогда не встречала меня. Голос мужчины звучал совершенно без эмоций. В этот момент обезьяна-марионетка вытянула руки с бутылкой из сверкающего белого нефрита. Она показала бутылку женщине, стоявшей на коленях. Услышав это, ум молодой женщины застыл. Хотя она была молода, она уже знала о значении сосудов для культивации и пар для культивации. Ее изначально бледное лицо бессознательно покраснело. Однако она без колебаний ответила: «Хорошо. Если мой отец сможет выздороветь, я согласна стать сосудом для культивации старшего». Сказав это, женщина вытянула руку и взяла бутылку в руки, а затем медленно встала. Мужчина средних лет был в шоке словами молодой женщины и впал в панику. «Сионер, как ты можешь это сделать? Что я скажу твоему отцу?» Лица других тоже изменились, все они стали пытаться отговорить ее. Молодая женщина ничего не ответила старику. Вместо этого она передала ему бутылку и спокойно спросила: «Боевой дядя, ты бы мог проверить лекарственные таблетки в бутылке и посмотреть, будут ли они полезны для моего отца, ты». Культиватор среднего возраста взял нефритовую бутылку и взглянул на нежное, невыразительное лицо молодой женщины, а затем глубоко вздохнул. Но у него не было другого выбора, кроме как сделать так, она просила. Чудесный запах медленно распространился по всему окружающему пространству. Все, кто вдыхал его аромат, чувствовали в себе необычайную легкость. Культиватор среднего возраста потерял дар речи, когда вдохнул запах этого лекарства. Сделав еще один вздох, он удивленно вскрикнул: «Это лекарственные таблетки, сделанные из ядра демонического зверя». Молодая женщина осталась спокойной и спросила: «Они были сделаны из ядра демонического зверя? Так они смогут исцелить моего отца или нет?» Выражение лица культиватора среднего возраста стало сложным. Немного помолчав, он честно сказал: «Хотя я не знаю конкретных эффектов этих таблеток, это исключительно редкий предмет. Вряд ли это подделка». Большое спасибо за ответ боевого дяди. Теперь я чувствую облегчение, но я боюсь, что я должна снова побеспокоить боевого дядю, чтобы ты вернулся и рассказал моему отцу о том, что произошло. Если бы я только никогда не рождалась, от меня одним проблемы». Сказав это, молодая женщина глубоко вздохнула. С покрасневшими глазами она повернулась и направилась к световому барьеру. Выражение лица культиватора среднего возраста несколько раз менялось. Он открыл рот, но не мог заставить себя ничего сказать. Все, что он мог сделать, это забрать нефритовую бутылку. Через мгновение огромная обезьяна-марионетка вернулась в световой барьер. Формация медленно стала закрываться. Внезапно один из юношей громко спросил: «Боевой дядя, ты действительно позволишь младшей боевой сестре Гунсун стать сосудом для культивации?» При этом у двух других женщин лица стали мрачными. С мрачным выражением на лице мужчина средних лет мягко сказал: «Разве ты не видел? Твоя младшая боевая сестра уже приняла решение. Я больше не могу ее остановить. Более того, эти лекарственные таблетки действительно могут вылечить мастера секты. Я не могу запретить ее действовать во благо нашей секты Лазурного Духа». Кровь прилила к лицу юноши. Он изо всех сил старался переубедить его: «Но ты не можешь позволить ей стать сосудом для культивации. Неужели ты позволишь ей себя погубить?» Лицо культиватора среднего возраста дернулось, и он ответил: «Боевой племянник Ли, ты вырос вместе с Сионер, и она для тебя как сестра, так что ты должен понимать ее чувства. Просто смирись». Женщина в синей одежде внезапно закричала: «Боевой дядя, младшая боевая сестра Гунсунь вот-вот исчезнет». Когда мужчина средних лет и грустный юноша услышали это, они поспешно развернулись и увидели яркий свет. Затем молодая женщина постепенно исчезла в этом ярком свете. Через мгновение исчез и ее силуэт. Грустный юноша опустился на колени, держась руками за голову и не произнося ни слова. Мужчина средних лет похлопал его по плечу, пытаясь утешить. Через час оставшиеся 4 культиваторов покинули небольшой остров и вылетели из тумана. После того, как женщина в желтом была окутана сиянием, ее телепортировало. К тому времени, как она пришла в себя, она оказалась в незнакомой долине с крутыми стенами. Перед ней были 10-метровые ворота из серого камня. Молодая женщина огляделась по сторонам, в ее сердце замерла нерешительность. Пока она находилась в замешательстве, перед ней появилась марионетка по вспышке света. Куколка проигнорировала молодую женщину и с большими шагами направилась к каменным воротам и открыла их. «Тебя зовут Гунсун Син. Следуй за моей марионеткой в пещеру».
Через 2 дня я выйду из уединения, раздался голос, а затем снова затих. Когда женщина в желтом услышала его, она вошла в каменные ворота и прикусила губу. Следуя за огромной обезьяной, она пришла в каменную комнату шириной около 10 метров. Помимо каменной кровати, покрытой неизвестным мехом, каменного стола и 2 каменных стульев, в комнате ничего больше не было. После того, как марионетка привела ее сюда, она вышла из комнаты, оставив молодую женщину в полном оцепенении. Женщина не знала, что ей делать. Она осмотрела комнату, хотела выйти на улицу и обнаружила, что дверь была не заперта, как будто она свободно передвигаться. Немного подумав, она опустилась на кровать и стала размышлять. Несмотря на то, что она уже подготовилась к капитуляции, она, естественно, боялась прожить остаток своих дней в качестве сосуда для культивации. Кроме того, она оказалась в незнакомой обстановке совершенно одна, что наполняло ее сердце страданием. Через 2 часа она прекратила свои дикие блуждающие мысли и с некоторым колебанием посмотрела в коридор за пределами комнаты. Через короткое мгновение она встала и тихо вышла из каменной комнаты. Она прошлась по коридору, свернула несколько раз и оказалась внутри большого зала с множеством арочных дверей. Именно через него она попала в комнату. Тем не менее, молодая женщина особенно обратила внимание на арочную дверь, рядом с которой неподвижно сидела марионетка. Молодая женщина удивленно моргнула и хотела было войти в нее, но марионетка тут же пошевелилась и закрыла ей путь. Молодая женщина отшатнулась от страха, и марионетка равнодушно вернулась к своему первоначальному положению. В тот момент Гунсун Сион прекрасно поняла, что там она не пройдет, поэтому она отправилась к другой двери. На этот раз марионетка не стала ее останавливать, и девушка вздохнула с облегчением. Она тут же вошла в дверь и оказалась в довольно просторном саду духовных лекарственных растений. На другой стороне сада была запечатанная каменная комната. Молодая женщина подошла к двери и с любопытством толкнула ее. Дверь с легкостью открылась, позволяя Сиенэр увидеть, что находится внутри. В центре комнаты стоял каменный стол с грудой разноцветных нефритовых пластинок. В стороне был круглый короткий каменный блок, на котором стояло несколько горшков, наполненных странными зелеными растениями. Все это выглядело довольно красиво. Молодая женщина поджала свои очаровательные маленькие губы и вошла в комнату, не задумываясь. Она подошла к каменному столу и небрежно подняла красную нефритовую пластинку, погрузив в нее свое духовное чутье. Это была нефритовая пластинка, в которой говорилось об создании ограничительных заклинаний, но женщину это совершенно не интересовало. Она сняла свое духовное чутье и положила нефритовую пластинку обратно на стол. Затем она взяла белую нефритовую пластинку и стала просматривать ее своим духовным чутьем. На этот раз нефритовая пластинка была введение в создание магических инструментов. Молодая женщина снова была бескорыстной и убрала свое духовное чутье. Однако, поскольку обе нефритовые слайды содержали разную информацию, молодая женщина с любопытством стала просматривать каждую из нефритовых пластинок, лежавших на столе. Глава 533. Подарок. Просматривая нефритовые пластинки с информацией о создании магических инструментов и создании ограничительных формаций, молодая женщина быстро дошла до нефритовых пластинок с формулами лекарственных таблеток из ядер демонических зверей. Просмотрев их, она перешла к следующему столу. Как только она погрузила духовное чутье в одну из нефритовых пластинок, она была ошеломлена. В нем была техника культивации, известная как «золотое истинное искусство». Из любопытства она решила мельком просмотреть его, но в итоге не смогла оторваться от нее больше часа. В итоге она убрала свое духовное чутье в полном оцепенении. Это золотое истинное искусство было высокоранговым искусством культивации секты. Почему оно так свободно лежало на столе, где его мог взять кто угодно, хотя молодая женщина знала ценность этой техники культивирования, а она, немного поколебавшись, неохотно вернула пластинку на первоначальное место. Теперь ей стало еще интереснее изучить остальные нефритовые пластинки на этом столе. Спустя полдня молодая женщина просмотрела все нефритовые пластинки на столе. Подавляющее большинство нефритовых пластинок содержали в себе информацию о создании ограничительных заклинаний или формулы лекарственных таблеток. Только небольшое количество содержало в себе высокоранговые техники культивации. Среди них было одно особенное — искусство спирального нефрита. Этот метод культивации показался ей особенно привлекательным. Секта Лазурного Духа была всего лишь крошечной сектой в области моря рассеянных звезд. Его основное искусство культивации, техника Лазурного Духа, была обычной стандартной техникой. Она не могла сравниться с искусством спирального нефрита. Просмотрев все нефритовые пластинки, она вспомнила, что ей еще было что осмотреть.
Она покинула каменную комнату и вернулась в большой зал. Две из оставшихся 3 арочных дверей охранялись марионетками, поэтому она могла войти только в одну. Именно туда она и пошла. Войдя туда, она застыла от удивления. В его центре располагался 60-метровый зал с ограничительной формацией шириной в 30 метров. Ограничительная формация представляла собой полупрозрачный световой барьер, который сверкал разноцветными переливами. В световом барьере было множество различных мечей, копий и других магических предметов. И все они выглядели так, как будто обладали собственным интеллектом. За пределами светового барьера на стенах висели 2 стеллажа, на каждом из которых хранилось множество магических инструментов. Хотя на них не было никакого светового барьера, каждый из них мерцал ярким светом и содержал в себе энергичное количество духовной ци. Хотя молодая женщина никогда прежде не встречала такие магические предметы, даже ей было очевидно, что все они были легендарными сокровищами. Молодая женщина пыталась рассмотреть их все, но, к сожалению, их было слишком много. Их было столько, что она не могла поверить своим глазам. Спустя некоторое время она, наконец, опомнилась. Еще раз взглянув на световой барьер, она решительно направилась к деревянным стеллажам. Она взяла черную линейку и, осмотрев ее, пришла к выводу, что ничем не примечательный предмет на самом деле был высокоранговым магическим инструментом. Но после такого количества сюрпризов она уже не была так сильно удивлена. Затем она начала просматривать каждый из магических инструментов на стеллажах, все из которых были либо высокого, либо среднего ранга. Низкоранговых магических инструментов там не было. Если бы молодая женщина смогла приобрести себе один из этих волшебных инструментов в прошлом, она бы очень обрадовалась. Теперь, взглянув на множество магических сокровищ и сотни магических инструментов, молодая женщина вышла из комнаты пустыми руками, вспомнив, что теперь она была только сосудом для культивации. Через 2 дня в нефритовой каменной комнате молодая девушка сидела на круглом каменном стуле, внимательно изучая нефритовую пластинку. Искусство спирального нефрита вполне подходит для женщины-культиватора, хотя оно и было создано мужчиной, а именно мной. Внезапно из дверей послышался нежный голос. Молодая женщина почувствовала, как ее сердце задрожало, и она быстро убрала свое духовное чутье. Затем она взволнованно повернулась. Она увидела юношу в синей одежде с обычной, ничем не примечательной внешностью. Он смотрел на нее с улыбкой. Гунсун Сиен нерешительно спросила: «Вы старший?» Хотя его голос был похож на тот, что разговаривал с ней ранее, этот юноша слишком молодо выглядел. Она совсем иначе представляла его себе. После стольких увиденных здесь вещей, она ожидала, что старший будет дряхлым стариком с высокими магическими способностями. Она боялась себе представить, что он может быть темпераментным эксцентриком, что... «Я не соответствую твоим ожиданиям, естественно». Этим молодым юношей был Хань Ли, который только что покинул уединение. Он вошел в комнату с легкой улыбкой. «Старший — это искусство культивирования, я». По какой-то неизвестной причине она внутренне почувствовала облегчение, обнаружив, что Хань Ли был тем самым старшим. Однако она все еще заикалась, пытаясь придумать объяснение. Хань Ли равнодушно сказал: «Это не имеет значения. Поскольку я не запрещал тебе выходить, я разрешил тебе выбрать технику культивации. Большое спасибо старшему». Женщина откровенно обрадовалась этому. Увидев радость молодой женщины, Хань Ли бессознательно почувствовал оттенок эмоций. Хань Ли улыбнулся и небрежно спросил: «Я уже давно не был снаружи. Ты знаешь что-нибудь о нынешней ситуации в море? Где я могу продать товар?» Улыбка молодой женщины исчезла, как будто она что-то вспомнила. Она мельком взглянула на Хань Ли, а затем опустила голову и тихо сказала: «Если вы хотите продать товар. Примерно полмесяца на юг есть бесплодный остров с рынком. Культиваторы торгуют там. Я слышала, что там есть несколько культиваторов стадии формирования ядра, которые объединили свои усилия, чтобы сохранить там мир. Вам нужна карта?» Хань Ли уверенно сказал: «Я должен совершить поездку туда». Естественно, было бы неплохо иметь карту. Молодая женщина взволнованно вытащила из своего мешка для хранения нефритовую пластинку, и передала ее Хань Ли с покрасневшим лицом. Хань Ли улыбнулся и потянулся за нефритом. На его лице вдруг промелькнуло странное выражение при виде раскрасневшейся молодой женщины. Внезапно он прикоснулся к ее нежным, шелковистым волосам. Сердце Гунсун Сиен дрогнуло, но она не отстранилась, а бессознательно отвернулась. В этот момент Хань Ли прошептал ей нежно на ушко: «Не бойся. Приходи сегодня вечером ко мне в спальню. Не забудь об этом». Сказав это, он вышел из ее комнаты без дальнейших колебаний. Когда Гунсун Сиен услышала это, ее сердце стало биться быстрее, а лицо стало красным, как помидор.
Вечером она пришла в спальню Хань Ли в сложном настроении. Она вошла в каменную комнату, прикусив губу, и была слегка удивлена увиденным. В спальне никого не было. Там был только каменный стол с развернутым свитком. Немного поколебавшись, Гунсун Сион прочитала свиток: «Исполнение твоего дочернего долга вполне похвально. Я отдаю тебе все оставшиеся сокровища в пещерной резиденции. Не показывай их другим, или ты навлечешь на себя несчастье. Береги себя». Эта записка оставила женщину в полной растерянности. Она была так смущена, что не знала, что и думать. В этот момент Хань Ли уже улетел на расстояние 500 километров от маленького острова, превратившись в полоску лазурного света. Улыбаясь, Хань Ли неторопливо подумал, уверен, что она сейчас в полной растерянности. Любой, кто пережил нечто подобное, будет в шоке как минимум полдня. Покинув морской туман, он оставил в своей пещерной резиденции ненужные ему техники и магические инструменты, а также множество лекарственных таблеток и 2 украденных магических сокровища, которые он специально оставил для этой девушки. Эти предметы, несомненно, позволят молодой женщине достигнуть высот на ее пути культивации. Это редкое проявление огромной щедрости было вызвано внезапным чувством нежности к более слабому полу. Но скорее, решимость молодой женщины пожертвовать собой ради своего отца глубоко тронула Хань Ли. Если бы у Хань Ли были какие-либо сожаления, прежде чем он ступил на путь культивации, он не смог бы выполнить свои сыновние обязанности перед своими родителями после достижения своего пути. Хотя он тайно договорился с мастером секты Семи Чудес, чтобы тот присматривал за его семьей, но в глубине души он все еще переживал об этом. Кроме того, эта девушка была похожа на его младшую сестру до того, как та вышла замуж. Поэтому он соврал, что хочет сделать ее сосудом для культивации, а на самом деле хотел помочь ей. Разумеется, магические инструменты и сокровища, которые Хань Ли оставил ей, не представляли для него никакой ценности. Поскольку эти предметы были бесполезны для него, было лучше, если бы он воспользовался возможностью, чтобы отдать их девушке, помогая ей таким образом продвинуться по пути бессмертного, а пещерную резиденцию он решил покинуть задолго до появления этих людей. Глава 534. Спасение от демонических зверей. После того, как Хань Ли достиг средней стадии формирования ядра, он оставался в уединении еще на 20 лет. За это время он не успел употребить все свои лекарственные таблетки и оставшиеся нес с собой в сумке для хранения. То, что он покинул уединение, не использовав все лекарственные таблетки, не было связано с его беспокойством или нетерпением. Это произошло потому, что, приблизившись к поздней стадии, он столкнулся с узким местом. Не преодолев его, уровень его культивации бы не сдвинулся с места, сколько бы он ни использовал лекарственных таблеток. Такой прорыв зависел от его собственной удачи. Не было абсолютно никаких установленных методов преодоления узкого места. Однако в прошлом культиваторам удавалось прорваться через узкое место, когда они путешествовали и сражались не на жизнь, а на смерть. Каждый такой прорыв был совершенно неожиданным. Поэтому Хань Ли решил, что продолжать уединение бесполезно, и отправился на поиски легендарной демонической травы Эхо. Он даже неожиданно прорвал узкое место во время этого путешествия. Поскольку он не знал, сколько времени займет это путешествие, Хань Ли не осмелился оставить в пещере девятилистный духовный женьшень. Это была еще одна причина, по которой он решил полностью отказаться от своей резиденции на небольшом туманном острове. Однако девятилистному духовному женьшеню было жизненно необходима земля. Хотя это немного затрудняло путешествие, теперь, когда Хань Ли вошел в стадию формирования ядра, это больше не было проблемой. Хань Ли уже обладал способностью вытаскивать сущность земли и вливать ее в тело духа женьшеня, обеспечивая выживание женьшеня. Сейчас Хань Ли летел в направлении рынка, о котором говорила молодая женщина. Это было единственное место, где часто бывали культи ранга. Когда придет время, ему придется задуматься о том, как ему заполучить демоническую траву Эхо, потому что Хань Ли не верил, что сможет просто купить ее. Хань Ли летел на очень быстрой скорости. Хотя молодая женщина сказала, что потребуется полмесяца, чтобы добраться до рыночного города, благодаря своей скорости Хань Ли потребовалось всего несколько дней полета на полной скорости. Через 2 дня Хань Ли в полете заметил красную полоску света. Ее преследовали несколько шаров серого ци. Когда Хань Ли увидел это, он бессознательно поднял брови и, подумав, пробормотал странное заклинание. Вскоре из его тела послышался треск, а одновременно с этим лазурный свет закрыл лицо. Через мгновение фигура Хань Ли стал на несколько дюймов выше. Лазурный свет исчез, являя пожелтевшее лицо незнакомца. Это была одна из секретных техник искусства глубокой инь, которые Хань Ли тщательно культивировал во время его уединения, искусство изменения внешности.
Более того, эта секретная техника позволяла ему уменьшать или увеличивать любую часть тела по собственному желанию, можно было даже контролировать толщину своей плоти и мгновенно менять цвет кожи. Это была абсолютная техника маскировки высшего ранга. Хань Ли считал, что это искусство культивации было наравне с легендарной техникой маскировки. Даже культиваторы более высокого ранга не смогли бы легко распознать его маскировку. Следовательно, он был включен в коллекцию искусств глубокой инь. Единственный недостаток секретной техники заключался в том, что во время применения этой техники можно было использовать только 70% своей магической силы. Если бы кто-то превысил этот предел в бою, маскировка бы растворилась и раскрыла свой истинный облик. Однако Хань Ли не заботился об этом. Всякий раз, когда он использовал маскировку, он и не хотел показывать кому-то свою истинную силу. Таким образом, он не боялся превысить допустимый предел силы. Сразу после того, как Хань Ли изменил свою внешность, полоска красного света обнаружила его местоположение и метнулась в его направление, будто это была его единственная надежда на спасение. Что касается сфер серой ци, которые преследовали красную полосу, они были явно демоническими зверьми 3-го или 4-го ранга. При виде этого Хань Ли глубоко вздохнул и остановился. Он глубоко вздохнул не потому, что его просили о помощи, а потому, что просивший совсем не беспокоился о том, может ли он справиться с демоническими зверьми. Казалось, человек, которого преследовали, хотел спрятаться за Хань Ли. Поскольку тот человек делал это без каких-либо колебаний, это говорило о многом. Хань Ли, который все еще был тронут исполнением дочернего долга Гунсун Сиен, еще раз поставил под сомнение сложность человеческой натуры. Один просто не мог связать все это воедино. Господин Даос, пожалуйста, спасите меня. Я, Хуан Минли, непременно отблагодарю вас. Морщинистый старик летел в направлении Хань с паникой на лице. Он был довольно проницательным. Хотя он не мог знать настоящий уровень культивации Хань Ли, он знал, что его жизнь будет спасена после того, как увидел непоколебимость Хань Ли. Хань Ли спокойно наблюдал, как старик летит на него с равнодушным выражением лица. Затем он лениво взмахнул рукой и выпустил 5 гигантских лазурных мечей, мгновенно остановив нападавших на старика демонических зверей. Старик при виде этого облегченно вздохнул и выпустил магический инструмент в виде огненного кольца, атаковав демонов. Хань Ли взглянул на старика. Он находился на пике стадии ложного ядра заложения основ. Неудивительно, что он смог бежать от совместной атаки 4 демонических зверей. Хань Ли пристально взглянул на демонических зверей и отдал приказ своим лазурным мечам, чтобы они окружили их и убили. Старик при виде этого воспарил духом и стал активнее атаковать демонических зверей. Спустя несколько секунд Хань Ли понял, что пора заканчивать битву, и лазурные мечи уничтожили демонических зверей. После того, как Хань Ли убил зверей, старик понял, что тот был культиватором формирования ядра. После этого он почтительно поприветствовал его со словами: «Большое спасибо за спасение, старший». «Может быть, старший направляется в город Южной Темноты?» Хань Ли спокойно кивнул. «Верно, я направляюсь в город Южной Темноты, чтобы продать кое-что». Взгляд Хуан Минли дрогнул, и он тут же с горячью добавил: «Тогда вам стоит развернуться, иначе поездка окажется напрасной». Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он с удивлением спросил, что случилось. Старик почтительно объяснил: несколько дней назад на город Южной Темноты напали несколько низкоранговых демонических зверей. Несмотря на то, что большинство из них было убито, на следующий день выжившие демонические звери снова напали на город, вместе с демоническими зверьми 5-го ранга. Множество культиваторов города пострадали, пытаясь прорваться сквозь осаду демонических. Я был один из немногих, кому удалось сбежать. Но я не ожидал по пути встретить еще демонических зверей. Вот почему путешествие будет напрасным. Хань Ли нахмурился. Внезапно в глазах старика сверкнул странный свет, и он наигранно улыбнулся. «Хорошо. Если старший по-настоящему хочет торговать, я знаю о другом месте. Нужно быть на стадии заложения основ и выше, чтобы войти туда. Кроме того, рынок города часто меняет место. Сейчас я могу показать вам место. Если вы желаете пойти туда, я могу показать вам место в качестве уплаты за спасение своей жизни». Хань Ли немного помолчал, а затем спросил: «Ты говоришь о секретном городе?» Старик смущенно объяснил: «Не считайте меня глупцом. Рыночный город не может быть секретным, они просто боятся нападения зверей. Как только демонические звери обнаружат его, городу придет конец». Вот так. Хань Ли невольно улыбнулся, услышав это. Затем он спросил: «Как далеко это место?» Хуан Минли, казалось, хорошо знал этот рынок и сразу ответил: «Если мы поторопимся, то сможем достичь его через полмесяца. К тому времени рынок только должен будет открыться». Немного подумав, Хань Ли ответил: «Хорошо. Я отправлюсь с тобой». «Отлично.
радостно проговорил Хуан Минли, а затем сделал паузу и добавил так, как будто что-то придумал. А. Старший, подождите минуту, он поспешно извинился, а затем направился к морю и выловил трупы демонических зверей. Хань Ли улыбнулся при виде этого. Спустя мгновение маленький старик ловко расчленил трупы демонических зверей и убрал их в свою сумку для хранения. Затем он поднялся в небо в хорошем расположении духа. «Прошу прощения. Хотя эти демонские звери наверняка недостойны внимания старшего, они очень ценны для меня». С легким смущением проговорил старик. В конце концов, эти 5 демонических зверей убил Хань Ли. «Ничего, это демонические звери мне совершенно не нужны». «Ну, поторопимся», — сказав это, Хань Ли кивнул головой и изменился в лице. Глава 535. Сбор товаров. Когда Хуан Минли услышал желание Хань Ли поскорее отправиться в путь, он согласился с смущенной улыбкой. Затем он полетел на восток на своем магическом инструменту, а Хань Ли неторопливо последовал за ним с спокойным выражением на лице. В полете Хуан Минли повернулся к Хань Ли и осторожно спросил: «Лицо старшего мне совершенно незнакомо. Вы долгое время были в уединении?» «Младший, возможно, раньше слышал ваше имя», — Хань Ли сказал. «Моя фамилия Ли. До недавнего времени я уединенно культивировал в своей пещерной резиденции, и недавно мне удалось сформировать свое ядро. Неудивительно, что ты не слышал обо мне раньше». Разумеется, Хань Ли не собирался говорить ему свое настоящее имя. Старик не сказал ничего, кроме поздравлений Хань Ли с прорывом на стадию формирования ядра, но внутри него все еще были сомнения. Хуан Минли был довольно тактичным и стал больше расспрашивать Хань Ли. Вместо этого он начал рассказывать Хань Ли о нескольких недавних столкновениях между культиваторами и демоническими зверьми. Но судя по тону, с которым старик говорил, он не очень надеялся на будущее человечества в области внешних звездных морей. Хотя разговор был почти полностью односторонним, Хань Ли удалось получить много информации о нынешнем положении области внешних звездных морей. Следующие полмесяца для старика и Хань Ли прошли без происшествий, в результате чего они в конце концов заметили издалека небольшой остров. Этот остров был только около 50 километров в диаметре и обладал слабой духовной ци. Помимо небольшого участка с растительностью, остров состоял только из голого серого камня и выглядел довольно пустынно. Это было оптимальное местоположение для секретного города. Но даже в этом случае почти полдня Хань Ли и старик скрыли свой полет и приближались к острову под видом методов сокрытия. Это была необходимость, чтобы попасть в секретный город. Когда Хуан Минли попросил скрыть себя, Хань Ли не стал возражать против этого. Это было большим облегчением для Хуан Минли, поскольку культиваторы формирования ядра часто были весьма своенравными. Хуан Минли сделал несколько кругов вокруг маленького острова, а затем приземлился на скалы. При виде этого у Хань Ли в глазах промелькнуло странное выражение, и если он не ошибся, там не должно быть никаких ограничений. Неужели? Пока Хань Ли размышлял над этим, Хуан Минли шагнул вперед к большой скале рядом с ним и 3 раза постучал по камню. Очевидно, он знал, что делает. Спустя мгновение огромная скала внезапно распалась, являя отверстие в 3 метра шириной. Хуан Минли тут же вошел внутрь и тихо сказал несколько слов. Затем он повернулся к Хань Ли и крикнул: «Старший Ли, он здесь. Идемте внутрь». Хань Ли равнодушно посмотрел вниз и спустился с неба. Отверстие углублялось вниз в виду наклонных каменных лестниц. В стороне от лестницы стоял седовласый старик на поздней стадии заложения основ. Увидев Хань Ли, старик улыбнулся ему и произнес спокойным тоном: «Старший, добро пожаловать на наш рынок. Надеюсь, старший сможет найти то, что ему нужно». «И я надеюсь на это», — спокойно ответил Хань Ли, спускаясь вниз по лестнице. Хань Ли понял, что для того, чтобы любые демонические звери не обнаружили духовную ци, нельзя было устанавливать ограничительные заклинания. Таким образом, единственный способ сохранить секретность — это строительство города под землей. Спустившись по лестнице, глаза Хань Ли засветились. Перед ним предстал просторный подземный мир. Потолок, поддерживаемый опорными столбами из трансформированного серого камня, был 20 в высоту. В центре пещеры располагалось много небольших квадратных зданий, каждый из которых обладал собственным знаком. Среди этих каменных зданий было более сотни культиваторов. Хуан Минли обратился к Хань Ли со словами: «Старший Ли, этот этаж предназначен только для обычных вещей. Если вы желаете приобрести редкие материалы, вам лучше всего спуститься на следующий этаж». Хань Ли взглянул на каменную лестницу, но не двигался. Он спросил: «Если бы мне нужна информация о местонахождении гнезда высокорангового, где я могу найти ее?» Хуан Минли был явно поражен, услышав это, и он спросил с большим сомнением:
это будет зависеть от того, какой ранг демонического зверя вас интересует. Информацию о демонических зверях или ранга можно найти в павильоне Шепота Ветра. Они специализируются на продаже редких сокровищ, с помощью которых можно выследить высокоранговых демонических зверей. Однако у них не будет никакой информации о демонах более высокого ранга. В этом случае вы можете только спросить у старших более старшего поколения. В конце концов, местонахождение высокоранговых демонических зверей не то, что кто-то станет так легко разглашать. Старший может участвовать в торговом собрании, предназначенном специально для культиваторов формирования ядра. Возможно, именно там старший найдет то, что ищет. Торговые собрания. Выражение Хань Ли показало волнение. Хуан Минли тут же объяснил: верно. Оно предназначено только для культиваторов формирования ядра, у которых есть редкие материалы и сокровища, которые могут понадобиться другому культиватору формирования ядра. В результате каждый раз, когда открывается рыночный город, лорд города проводит встречу, где старшие могут обменять свои вещи не то, что они хотят. Лорд города также на этой встрече выставляет несколько редких предметов. С легкой улыбкой Хань Ли спросил: когда будет этот торговый сбор? Старик быстро ответил: вам, вероятно, придется подождать еще несколько дней. Вы в скором времени получите приглашение присоединиться. Услышав это, Хань Ли слегка прищурился и огляделся по сторонам. Спустя мгновение он взглянул на Хуан Минли и равнодушно сказал: господин Хуан, здесь наши пути расходятся. Ваша помощь мне больше не нужна. Хань Ли не хотел, чтобы кто-то следовал за ним, когда он искал тысячелистную росу. Старик не особенно удивился словам Хань Ли и с сияющей улыбкой ответил: «Мы словно читаете мои мысли. Я тоже собирался пойти и купить кое-какие материалы. Тогда прощаюсь с вами, старший. Если вам еще понадобится помощь, можете рассчитывать на меня». Хуан Минли почтительно поклонился Хань Ли и направился в ближайший магазин материалов. Казалось, он хотел сначала продать эти трупы демонических зверей. Хань Ли был вполне доволен тем, насколько тактично и сообразительно вел себя старик. Пройдя мимо двух соседних магазинов, он вошел в один из них, заложив руки за спину. Полки магазина были переполнены всеми видами лекарственных ингредиентов. В тихой комнате Хань Ли отдыхал с закрытыми глазами. Он чувствовал себя немного мрачным. За первый день пребывания в рыночном городе он просмотрел оба этажа и не нашел информации ни о демонической траве эхо, ни о местонахождении демонического зверя 8-го ранга. Кроме того, в павильоне Шепот Ветра не было никакой информации даже о демонических зверях 7-го ранга и выше. Ему ничего не оставалось, кроме как дождаться торгового сбора культиваторов формирования ядра, надеясь, что там он сможет получить соответствующую информацию. В течение следующих 2 дней он никуда не выходил из арендованной комнаты, а только занимался культивацией, надеясь прорваться через его нынешнее узкое место. В конце концов, это не принесло никаких результатов. Внезапно в дверь его комнаты постучали. Хотя Хань Ли с нетерпением ждал этого момента, но он довольно равнодушно спросил: «Кто там?» Приятный голос женщины почтительно обратился к нему: «Старший ли? Мне было приказано пригласить вас на торговый сбор. Не желаете ли вы принять участие?» Хань Ли медленно ответил: «Да, конечно». Затем он открыл каменную дверь и вышел из комнаты. Женщина в белом стояла снаружи с опущенной головой, почтительно дожидаясь его. Когда Хань Ли вышел, она тут же подняла свое очаровательное лицо и почтительно поприветствовала его. При виде красивого лица женщины Хань Ли почувствовал, что его сердце дрогнуло. Он был удивлен увидеть здесь эту женщину. Неужели это она? Что она здесь делает? Удивился он. Женщина увидела, как Хань Ли смотрит на нее, и покраснела. Затем она опустила голову и смущенно спросила: «Старший, что-то не так?» Хань Ли быстро восстановил обычный вид и спокойно сказал: «Ничего. Показывай дорогу». В голову к женщине в белом закрались сомнения, но она не подала виду и направилась вперед спокойными шагами. Глядя на силуэт женщины, Хань Ли бессознательно нахмурился. Он был в замешательстве. Пройдя через 2-й этаж, женщина привела Хань Ли к удаленной каменной стене. Женщина прижала ладонь к стене, в результате чего по стене пошла рябь слабого света, которая затем показала скрытую дверь.